В этом видео о том, как улучшить отношения с мужем за 2 простых шага. Я дам вам четкое действие. Сделайте вот это, а теперь вот это, и отношения станут лучше. Это очень важные шаги. Посмотрите это видео, оно короткое, информативное и точно вам поможет. Если еще не подписаны на мой канал про отношения, подпишитесь и, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Я психолог Наталья Корнеева. На моем канале очень много видео именно на тему отношений. Итак, первый шаг, который я вам рекомендую, переходим сразу к делу. Определите, кому в вашей паре, вам или ему, больше надо. Что это значит больше надо? Это тот человек в отношениях, он всегда есть, которого больше что-то не устраивает, которого не устраивает что-то, который что-то просит, которому что-то все время хочется, и он недополучает. Ну вот отношения так интересно устроены, что в парах всегда есть такой человек. Одному что-то постоянно надо, он не получает это от второго и становится недовольным, начинает либо через агрессию, либо через обиды показывать свои эмоции. И того второго, которому надо меньше, начинают эти эмоции, естественно, доставать. Типа, да достал ты обижаться или достал ты злиться. Вот прямо сейчас подумайте, пожалуйста, кто в вашей паре тот человек, которому больше все время что-то нужно, который все время пилит, как говорят, что ты мне пилишь мозг, или который все время не выполняет свои обещания. Это значит, что вы хотите, чтобы, допустим, он выполнял обещания, значит, вам больше надо. Не воспринимайте, пожалуйста, эту фразу «больше надо» как что-то негативное. Это нормально абсолютно. Просто нужно сейчас первым шагом найти, кто в вашей паре, вы или он, тот человек, которого больше не устраивает, которому не хватает чего-то, который хочет что-то получить от своего партнера и не получает. Если вы сейчас сможете проанализировать кратко, так взглянуть на свои отношения, определить, кто из вас тот человек, которому больше надо, то мы с вами перейдем ко второму шагу и сделаем, собственно, полезные действия. Если можете, напишите в комментариях, кто это, вы или он, просто чтобы потом интересно было проанализировать комментарии и посмотреть, а кому же больше часто надо в отношениях, мужчине или женщине. И здесь мы с вами переходим ко второму шагу. И, соответственно, этот шаг будет разный для вас, исходя из того, это вы тот человек, которому больше надо, или это вашему партнеру больше нужно. Итак, первое. Если вашему партнеру больше нужно в отношениях что-то от вас, он более недоволен, ему чего-то не хватает, то моя рекомендация к вам очень простая. Больше его слушайте. На самом деле, если вы научитесь слушать человека, любого человека, будь то ваш муж, ребенок, коллега на работе, да нет, фиг с ней, с коллегой, шеф, например, да, тот человек, с которым важно сохранить эмоционально хорошие, теплые отношения. Если вы научитесь слушать, то люди вам сами все расскажут. Это, кстати, один из главных инструментов, как работают хорошие психологи. Они меньше вопросов задают людям и больше слушают. Очень часто, на самом деле, достаточно какого-то маленького простого вопроса, а дальше не спешить и дать человеку выговориться. И пока он будет вам выговариваться, вы сможете очень много узнать полезного. Он сам вам расскажет, чего ему не хватает, что он хочет, что там у него за потребность. Просто научитесь слушать. Что такое слушать? Это значит эмоционально оставаться нейтральным, то есть не агрессивным, не чувствовать вину, не обижаться. Нейтральность эмоциональная внутри и при этом изнутри наружу заинтересованность, внимание, глазами смотреть на того, кто говорит, слушать то, что он говорит ушками, да? Не спешить. Это очень важно. Если вы сможете больше слушать вашего партнера, того, которому больше надо, он это почувствует. Он просто внутренне почувствует, что что-то изменилось, что вы дали ему место высказать все, что он хочет. И когда он выскажет, вы, во-первых, сможете понять, что ему на самом деле надо, потому что очень часто люди говорят одно, а за этим стоит что-то другое, и они сами даже этого не понимают. И поэтому, когда мы им даем или не даем то одно, что они хотят, им все равно все не нравится, им все равно все не туда, они все равно всем недовольны. Если вы будете больше слушать вашего партнера, вы сможете услышать с его слов, о чем ему на самом деле-то надо. И, возможно, так может оказаться, так часто оказывается, что то, что ему нужно, и он сам не понимает, как это вам сказать, а вы услышали, на самом деле не так-то сложно ему дать.
Вы дадите, и он будет доволен. Это может очень серьезно улучшить ваши отношения. Послушайте его. Ну а если же наоборот, вы тот человек, которому нужно меньше, и ваш партнер постоянно от вас что-то хочет, он тем недоволен, он какие-то претензии к вам выкладывает, ему все время чего-то мало, он все время на что-то обижается, тогда шаг будет второй таким. Вам нужно научиться говорить «нет» так, чтобы это «нет» не портило вашу с ним эмоциональную связь, не портило ваши отношения, не отдаляло вас друг от друга. Ведь обычно мы боимся сказать «нет» человеку, потому что знаем, что это «нет» ему не понравится, он же хочет что-то от нас. И тогда он обидится, расстроится, отвернется. И будет чувство, что как будто мы отдаляемся друг от друга. А ты мне дорог, я не хочу от тебя отдаляться. Почему именно «нет» вам важно научиться говорить в верной форме? Потому что если бы то, что ваш партнер от вас хочет, вы бы хотели ему дать, то вы бы ему это давали, и он был бы тогда доволен. И проблем тогда бы просто-напросто не было. Очевидно, что раз что-то не так, и он тот, кому нужно больше, значит, то, что он хочет, вы дать ему не хотите. И не надо. То есть иногда, конечно, мы в отношениях идем навстречу партнеру и можем для него сделать что-то в ущерб себе в плане «я не хочу сегодня идти с тобой гулять по этой, у меня, кстати, дождь за окном, по этой влажной погоде и топтать лужи. Но ты знаешь, я так тебя люблю, что в принципе я подвину свои желания, и в принципе я не против сегодня пойти тебе на уступки и сделать для тебя что-то приятное». Но делать так часто не нужно. Почему? Просто в этом нет необходимости. Достаточно научиться отказывать в такой форме, чтобы партнер от вас не отдалялся. Это определенная техника, ее можно освоить достаточно легко. К сожалению, в этом видео я вам ее не расскажу. Чтобы рассказать эту технику, нужен целый час. И я записала ее в мастер-класс о том, как говорить «нет», чтобы отношения не портились, а только укреплялись. Там есть такие же простые шаги. Шаг 1 – скажите это, шаг 2 – проанализируйте это, шаг 3 – ответьте так-то. Если вы хотите научиться этому навыку, пожалуйста, в описании к этому видео есть ссылка, где можно приобрести этот мастер-класс. Ну а если у вас есть какие-то вопросы ко мне, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Я буду рада их прочитать, по возможности отвечу, и ваши вопросы помогут мне придумать новые темы для новых видео на моем канале.